Алиса, стоп. Я вас приветствую, дорогие программисты, уважаемые товарищи программисты. Пятница, 6 часов. По традиции мы встречаемся для того, чтобы ответить на ваши вопросы и для того, чтобы немного помочь мне и вам отвлечься от программирования, которое нас всю неделю занимало. Вопросы можно задавать о программировании, я сам программист, о менеджменте, я сам в какой-то степени менеджер с определенным опытом. Можно о карьере, можно о философии. Вопросы о философии самые интересные. Но без техники и менеджмента мы тоже никуда не денемся. Вопрос первый. Знаете ли вы про паттерн Domain Events из DDD? Везде видел реализацию, где события передают в диспетчер, который раскидывает его по N-хендлерам. Как вы считаете, как надо реализовывать такой паттерн? Так и реализовывать, как вы описали. Есть диспетчер и есть хендлеры. Все один в один. Не очень понял вопрос. Дальше. Нужно ли в компании на проекте, где работа идет по зерокраси, следить за количеством задач у кодеров? Условно, Вася работает 8 часов, а Петя 15, не оставляя Васе задач. Это баг или фича? Смотря как у вас устроен менеджмент до того, как вы внедрили зерокраси. Допустим, у вас был механизм распределения задач со стороны архитектора. Архитектор решает, кто какую задачу будет выполнять. Тогда он сам решает, что пойдет Васе, что пойдет Пете. У нас режим немножко другой. У нас Вася изъявляет желание взять задачу. И внутри тикета пишет о своем желании. Архитектор решает, согласиться с желанием Васи или, может быть, попросить его эту задачу не делать. Таким образом, Вася изъявляет больше требований, больше, вернее, претензий предъявляет на те задачи, которые хочет делать, а Петя меньше. Ну и замечательно, или наоборот. А зерокраси приходит сверху и наблюдает за тем, что происходит. Задача зерокраси – это объективно измерить индивидуальный вклад программиста в общий котел. Это та задача, которую никто не может решить в индустрии. Пойдите в любую команду программистов и спросите, как вы оцениваете вклад каждого программиста ежедневно. Хорошо, еженедельно. Хорошо, ежемесячно. Ответа не будет. Вам никто толком не объяснит, как измеряется contribution или productivity каждого кодера. Zerocracy позволяет добавить в менеджмент именно эту некую объективность. Можно будет сказать, что Вася за неделю заработал 223 балла, а Петя заработал 73 балла. Значит, из этого можем какие-то выводы сделать. Какие, зависит от команды. Если в вашей команде выводом может являться премия еженедельная, то, пожалуйста, дайте Васе премию. Если в вашей команде премией будет бутылка пива в пятницу и всеобщие аплодисменты Васе, сделайте так. Зависит от вашей команды. Zerocracy не вмешивается. Но мы даем вам информацию, на базе которой вы можете строить свою политику свою премиальную политику или политику наказаний. Она тоже может и должна иметь место. Дальше. Есть ли реализация библиотеки Cactus на других языках? Я не знаю о таком. Что-то было для Kotlin. Была какая-то попытка что-то для Kotlin сделать. Я уже не помню. Но, к сожалению, других языков, кроме Java, я не знаю. Дальше. Как, будучи студентом на платном обучении, совместить open source и ужасную работу, где не знают про тесты, а за учебу нужно платить? Как не сдаться, как бы поступили вы? Владимир Ильич Ленин работал юристом, пока готовил Великую Октябрьскую революцию. Обслуживал хозяйственные претензии, хозяйственные иски и зарабатывал на хлеб. При этом он строил мировую революцию. Вы не мировую революцию строите, я так подозреваю. Уважаемый пользователь 9414. Вы просто такой же кодер, как и все. И вы мучаетесь вопросом, как же мне совмещать и мое творчество, и работу за деньги. Вот как Владимир Ильич совмещал, так и вы совмещать должны. Ночью, по выходным, по вечерам, во время работы пытаетесь как-то увильнуть. Пока все пошли на обед, вы занимаетесь каким-то творчеством.
Это и есть жизнь. Или вы хотите, чтобы сразу было прекрасно? Сразу не будет мировой революции. Вы будете вот так, вам будет трудно, и вот так вы будете терпеть год за годом, потому что нужно заработать на учебу. Ну, нет другого решения. Вы не родились, к сожалению, в богатой семье. Не повезло вам. Вы обычный пролетарий, нищий, другими словами. Ну, значит, работаете. Но не нужно задавать такой вопрос себе, не нужно ныть. Вы пытаетесь как будто претензию высказать к окружающей действительности. Вот как неудачно сложилось обстоятельство, и мне приходится, вы понимаете, приходится сидеть в этом офисе. Все такие офисы, все команды практически такие. Никто нигде толком не пишет тесты, никто нигде не умеет управлять правильно разработкой. Все на коленках делается, все кое-как. Нас окружает тотальный хаос в нашей индустрии. Ну и что? Ну вот мы с этим живем. В этом находите для себя пользу, находите способ вытащить из работодателя, может быть, больше денег. Попытайтесь потребовать повышения зарплаты, найдите другую работу, найдите параллельно еще одну работу. Обманывайте работодателя, саботируйте. Миллион раз я вам давал такие советы. Но каким-то образом старайтесь сделать мировую революцию. Да, вы не Владимир Ильич, но что-то вы сделаете. Дальше. Что бы вы выбрали одно из двух, программировать на PHP или на JavaScript, если бы писал на этом языке до конца своих дней? Ну, JavaScript, конечно, однозначно. PHP — это язык, который был выдуман случайно и не имеет у себя внутри практически, не имел, точнее, практически никакого фундамента. Это что-то типа MS-DOS. Как MS-DOS был создан как некое подобие операционных систем, но это была не операционная система, а что-то на коленке собранное. Так и PHP. Он выполнил свою задачу, он хорошо ее выполнял, он помог сотням тысяч людей сделать веб-сайты. И на этих веб-сайтах успешно продавать товары народного потребления. Но это не язык программирования, который можно назвать интересным языком. Дальше. Как обосновать руководству внедрение юнит-тестов, если система занимается перекладыванием из одного места в другое, видимо, данных перекладыванием? Аргумент против, что тесты должны быть интеграционные, а не юнит. А вы не убедите руководство в юнит-тестировании. Это как, не знаю, как мне убедить руководство в том, что у меня должен быть чистый стол? И что я должен работать с чистой клавиатурой? Я пойду к руководству и скажу: вы знаете, мне нужно, чтобы моя клавиатура на моем ноутбуке была чистая, чтобы ее вытирали каждый день. Уборщица. Ну, посмотрят на меня как на идиота. И я еще попрошу на это какой-то бюджет. Скажу: вот, пожалуйста, доплачивайте уборщице, она должна вытирать мой стол и мою клавиатуру. Нормальный руководитель скажет: сам вытирай свой стол и свою клавиатуру. Не приходи сюда с дурацкими запросами. Точно так же бы я отреагировал на вас, если бы вы бы пришли ко мне и сказали: давайте внедрять юнит-тесты. Я бы сказал: ну так внедряйте. Я вам зачем? Зачем вам, что вам нужно? Какое-то благословение? Или вам нужен какой-то тренинг с вами провести? Или вам нужно 158-й ролик снять о том, как юнит-тестирование должно быть сделано? Вы пишете код, вы лично, вот пользователь FRNTI. Вы пишете код, вы к нему и прибавляете юнит-тесты. Странно, что вы этого не делаете уже. Тогда у меня к вам был бы вопрос, как начальник, как будучи вашим начальником. А где ваши юнит-тесты? А почему у вас сейчас стол грязный? То есть вы работали все это время с грязным столом, теперь пришли ко мне и говорите: дайте мне уборщицу за деньги. У меня вопрос: а вы квалифицированный программист? Почему стол был грязный вчера? Почему юнит-тестов не было вчера? А про интеграционные тесты и юнит-тесты, это вечный спор о том, что важнее. Это совершенно разные два инструмента, интеграционное и юнит-тестирование. Вы должны делать и то, будучи программистом. Никакое вам руководство для этого не нужно. Дальше. Технический вопрос. Есть класс book с методом ISBN, возвращающим строку. В чем отличие такого метода от getter? Getter будет называться getISBN, но делать то же самое. Это вопрос на много часов обсуждения, и мы много раз обсуждали где-то в видео и в докладах. Посмотрите мои лекции по объектно-ориентированному программированию. Называются они Pain of OOP. И там целая есть 45-минутная, какая 45? 80-минутная лекция о геттерах. И там много сказано, почему они отличаются от обычных методов.
как будто бы дело вроде бы в имени, как вы правильно сказали. Get слово есть, get слова нет. Но дело здесь не в имени. Разница куда более глубокая и фундаментальная. Я вам за 2 минуты не расскажу. Посмотрите видео, надеюсь, поможет. Дальше. Вы негативно говорили про людей, которые ходят в синем каждый день. Если у меня 5-10 почти одинаковых рубашек синего, так получилось в скобках, которые я меняю каждый день, это норм или стрём? Но если меняете каждый день, то норм, все в порядке. Как этот Марк Цукерберг когда-то много лет назад же писал или показывал свой гардероб, в котором одинаковые футболки. Он не просто одного цвета, а он купил одинаковых 20 футболок и надевает каждый день просто новую. Она чистая, она не пахнет, но она одинаковая. Норм это или стрём? Вопрос в том, как вы относитесь к окружающим. Вам хочется, чтобы в офисе людям было приятно на вас смотреть, чтобы людям было интересно приходить в офис, чтобы в офисе была атмосфера живая, наполненная людьми со вкусом, людьми, которым нравится жить, людьми, которые приходят в офис не только покодить и выпить 5 стаканов кофе и сбежать оттуда, а приходят с удовольствием. То подумайте о них. Речь не о вас. Вы-то походите в своих рубашках, и даже этот Цукерберг в своих майках походит. Ничего с ним не случится. Конечно, ему комфортно. У него такой вкус. Ему окей, каждый день выглядеть одинаково. Смотреть на себя в зеркало и видеть одну и ту же картинку в течение 20 дней. Ну, пускай, такой он. Но рядом же с ним люди, вы про них думаете. Но сейчас общество, вы знаете, да, какое? Каждый должен любить себя. Я сегодня в такси ехал и слышал, песня какая-то девочка пела. И слова все вокруг одной и той же темы. Выбери себя, полюби себя, выбери себя. Нет песен «Выбери других», «Выбери свой коллектив», «Выбери команду», «Выбери семью», «Отдай свою часть людям, которые тебя окружают». Таких песен мы не поем. И каждый про себя. И, конечно, если каждый про себя, то да, надевайте синие, зеленые, одного цвета. Это не о вас, это о вашем отношении к коллективу. Дальше. На работе пишу проект на Python. Язык учу по ходу. Понравился синтаксис декораторов. Декоратор описывается отдельной функцией, затем вешается как аннотация. Это же не такая магия аннотаций, как в Java. Ну, я точно не знаю, как там вешается в Python декоратор, но если он вешается, то мне это уже не нравится. Декоратор это должен быть такой же объект, как все остальные. И мы создаем декоратор, внутри него оставляем оригинальный объект, инкапсулированным внутри декоратора. Декоратор принимает на себя запросы, модифицирует поведение инкапсулированного объекта, но выглядит снаружи как такой же объект, как тот, который инкапсулирован. Но важно, чтобы вы декорировали, чтобы вы совершали декорацию все-таки не аннотацией, а прямым использованием оператора new или как в Python это делается. Чтобы я мог, читая ваш код, explicitly, то есть очевидным образом понять, о каком декораторе идет речь. Какая бы ни была магия в языке, она всегда мешает программисту. Языки с дополнительным шугаром, с дополнительным инструментарием, якобы создающим удобство для кодера, в итоге приводят к снижению читабельности кода. Если можете не использовать эти аннотации, то не используйте. XML или JSON, спрашивает Богдан. XML однозначно. JSON это JavaScript Object Notation, если я не ошибаюсь. Это такая созданная конструкция временно для временной передачи данных. В итоге из нее пытаются или продолжают пытаться сделать формат со своими стандартами. Но это маленький мелкий костыль, который люди когда-то решили использовать для передачи данных между фронтендом в браузере и бэкэндом, написанным на PHP том же. Воспринимать это как действительно серьезный формат я бы не стал. Если можете использовать XML, всегда выбирайте XML в этой паре, JSON или XML. JSON выбирайте тогда, когда либо вам его навязали уже, и вы должны использовать JSON, либо когда у вас супер малые объекты, супер малые объемы данных для передачи. Ну, действительно, супер малые, допустим, у вас несколько слов нужно передать, тогда окей, JSON подойдет. Хотя я бы в этом случае тоже использовал бы XML.
Дальше. Вы говорили о том, что DevOps-инженеры уходят в прошлое. Тогда куда таким людям двигаться дальше? Или без кода им ничего не светит? Без кода им ничего не светит. Да, им никуда не двигаться, им нужно кодить. К сожалению, это так. Если вы будете продолжать настраивать, продолжать кнопки нажимать на панели управления и в терминале конфигурировать Ubuntu, вы в итоге вылетите из рынка. Ну, все это уже автоматизировано. Мы уже имеем инструменты, которые делают подобные операции куда более эффективно, чем вы можете сделать как физлицо. Пишите код. Вы должны уметь всю инфраструктуру, которая на сервере, оформить в виде файла. На Ямле, на JSON на том же, на Bash, на чем-то. Это должен быть файл. Забудьте вообще про терминал. Вы не должны, как DevOps-инженер, открывать терминал. Вы не должны с шеллом заходить на сервер. Это порочная практика. Вы должны только на своей стороне, на своем лаптопе писать скрипты, которые должны куда-то заходить, которые должны какими-то инструментами накатываться на сервера. Но как только вы пошли терминалом на сервер, вы уже не DevOps-инженер, а вы админ из 90-х. И вам точно дорога на пенсию. Только скриптами, только автоматизация внутри лаптопа и потом автоматический накат изменений на сервера. И, естественно, с юнит-тестами. Вы пишете тесты для баш-скриптов? Вы пишете тесты для ваших YAML-конфигураций, которые вы потом скармливаете какому-нибудь шефу или там папету, ну, каким-то инструментом, я не знаю, какие сейчас для этого используются. Вы юнит-тесты для них пишете? Вы знаете, что ваш скрипт башевский, запущенный на Ubuntu сервере, действительно будет работать? А как вы это проверяете? А я вам скажу как. Вы заходите на Ubuntu сервер с шеллом и запускаете там скрипт. И смотрите. И говорите, не работает. Идете в скрипт и меняете его. Это неправильно. Вы так делать не должны. Вы должны запускать скрипт в тест конфигурации на лаптопе, никогда не заходя на сервер. И когда у вас на лаптопе все выглядит как рабочая конфигурация для машины, потом вы ее отправляете куда-то на сервер и получаете откуда-то ответ в виде лога. Вы даже не заходите на сервер логи почитать. Вы читаете логи из того файла или JSON, который к вам прилетел из системы мониторинга за серверами. Прочитали, увидели ошибку, исправили скрипт, добавили юнит-тест, который воспроизводит такую же ошибку в вашем баш-скрипте. И потом делаете выкатку своего изменения на платформу. И где тут DevOps? Вы должны быть кодером, вы должны уметь тесты писать, вы должны уметь их запускать, вы должны, программистом должны быть в первую очередь, потом все остальное. Дальше. Вам не кажется, что вокруг один обман? Да, кажется, 100% с вами согласен, вокруг один обман. Дальше. По мотивам вашей статьи о Windows против macOS, это мне вопрос задают. Откуда у программистов, то есть, видимо, у меня, стремление делить других программистов на настоящих и ненастоящих по случайному признаку? Нам просто нравится обострять, нам, блогерам. Я не знаю, у программистов, откуда это стремление, за всех не буду говорить, но у блогеров, таких как у меня, это желание естественное. Мне кажется, что интереснее читать статью, в которой есть в конце вывод. Ты ничтожество, если меня не послушаешь. Здорово же, весело, интересно, цепляет. Вы потом задаете мне вопрос, вы пришли на этот стрим. Вам хочется меня спросить, значит, зацепило. Значит, я смог донести до вас свою мысль. Конечно же, я не на 100% прав. Может быть, я и на 50% не прав. Может быть, винды — это прекрасная операционная система, хотя я так не считаю. Но чтобы добраться до вашей души, для вашего сознания, мне же нужно разбудить в вас сопротивление. Нужно разбудить в вас негатив. Нужно вам сказать, что то, во что вы верили последние 15 лет, полная ерунда. Вы думали, что винды — это хорошая операционная система. Нет. Вы самообманом занимались. Вы просто не знали, что такое операционная система. Вам не рассказали. Так же, как и я работал на виндах и на Windows NT первые 15 лет своей айтишной карьеры. А потом я встретил, точнее, я знал, что есть такой Linux. Я его встречал
тоже еще студентом, будучи первого курса, я знал, что есть Linux, и он у меня был, но я все-таки работал на ноуте, на лаптопе, работал, ну тогда ноутов еще не было, были просто обычные машины, станции, но когда появились ноуты, то я работал на виндах, потому что они были красивые, и Linux туда просто не ставился на эти лаптопы, и я даже не пытался это сделать. А потом появился macOS, и я понял, что, у нас есть красивый лаптоп, симпатичный, с красивым UI, и при этом там внутри Unix. Это же мечта. Нормальная операционная система, сделанная грамотно. И сверху еще и красивые кнопочки. Дальше. Так, про экосистема Telegram. Тон, мини-приложения, подарки в Telegram, новый Cocoon. Дуров строит свой интернет или куда все идет? Ну, может быть, как что-то такое, да, какой-то строится своя экосистема. Может быть, это не интернет, но своя экосистема со своими приложениями, да, со своей системой оплаты. Здорово это, наверное. Я не очень в бизнес таких вот вопросах разбираюсь. Я не могу сказать, это хорошо или плохо. Вернее, в продуктовых вопросах. Я вот не продакт человек, это точно. Ну, мне нравится Telegram, да, он хороший, но я не пользуюсь вот этой всей историей про приложения телеграммовские, про тон, про все остальное. Может быть, неправильно, может быть, имеет смысл туда погрузиться и разобраться. Дальше. В какой момент, спрашивает Иван, справедливый труд становится несправедливым? Почему справедливо работать на заводе, но если на эти деньги купить и сдавать квартиру, становится несправедливым? Такой философский вопрос. Вы должны обмениваться трудом. Попытайтесь большую экосистему, типа страна или город, или мир, или компания, уменьшить до размера малой группы. Допустим, не знаю, группа друзей, которые пошли в поход. И там станет вам понятно. Например, вы с утра проснулись в лесу, рядом с вами несколько палаток. Это все ваши друзья. Вы разводите костер, вы собираете дрова, разжигаете костер, готовите завтрак на всех. Вы справедливо захотите, чтобы вам тоже что-то сделали в ответ. Это будет логично. И будете ожидать, что какой-то другой труд, примерно в равном количестве, будет вам тоже передан. Например, ваш рюкзак постирает кто-то. Будет свой стирать, и ваш возьмут постирать. И этот обмен, пока он будет вами наблюдаться как справедливый, будет сдерживать команду в состоянии дружественного покоя. Команда не развалится. Но когда начнется дисбаланс, то появятся люди, когда начнется дисбаланс, а именно появятся люди, которые не работают, а для них готовят завтрак. То есть он, например, как вы говорите, купил квартиру и сдает ее потом в аренду. Например, он, например, так, он приехал, например, со своим котелком, привез свой котелок, да? Вот кто-то привез что-то свое, какие-то вещи, а этот привез котелок, больше никто котелок не привез. И он говорит, поскольку котелок мой, вы же в нем варите еду, поэтому я буду завтракать из этого котелка. И больше делать ничего не буду. Вы меня будете кормить каждый день, потому что это мой котелок. Ну, один день вы его покормите с шутками, с прибаутками, но на второй день, на третий вы уже посмотрите на него как-то косо, да? Ну, мы понимаем, что твой котелок, но, может быть, тебе по морде съездить котелком этим. Ну, давай ты тоже что-то сделаешь. А он говорит, нет, я квартиру купил, бабка мне ее купила, или бабка ее унаследовала от бабки. Или хорошо, я работал когда-то, давно, много лет назад, и купил квартиру. Теперь я ее сдаю, это мой котелок. Я его сдаю и получаю деньги. И это справедливо. Ну, сами понимаете, да? Вот эта аналогия, она должна вам объяснить, что справедливо, что нет. Обмен должен быть всегда прозрачный, понятный, в здоровом обществе. Мы должны понимать, почему у этого человека
столько денег. А что значит у него столько много денег? Это значит, что мы ему все должны. Когда у человека много денег, это значит, что он аккумулировал в своем кармане долговые обязательства нас перед ним. Он же может в любой момент деньги достать и нас купить. Нам дать 100-долларовую бумажку, и мы на него будем работать. Мы будем, может быть, не напрямую, а посредованно. Может быть, он даст эту бумажку кому-то, и она потом к нам придет. Но мы должны ему, мы будем отрабатывать. Возникает вопрос, откуда у него бумажки эти? Это его котелок, он его привез, и теперь всю жизнь мы ему должны, всю жизнь мы на него работаем. Всю жизнь мы на вашу квартиру будем работать, вы ее будете сдавать всю жизнь, и я буду всю жизнь вам должен. Буду заселяться в вашу квартиру, платить вам деньги. А не съездить ли котелком по физиономии? Понимаете, какие чувства возникают? Они должны возникать. Если они у вас не возникают, значит, у вас рабская психология. Значит, вы уже свыклись с ситуацией, что кто-то привез свой котелок, и вы ему готовите завтрак в течение многих лет. Вам кажется это нормальным. И поэтому вы задаете вопрос, а что здесь такого? Да, я заработал на квартиру, я ее сдаю. Вы приняли эту философию. Вы в капиталистическом мире, вы микрокапиталист, вы мечтаете быть капиталистом. Вы, конечно, не докапиталист еще пока, у вас всего одна квартира, но философия у вас и менталитет, психология, как у элемента системы капиталистической. У вас не возникает возмущения такого классового, что с какого черта? Котелок твой, хорошо, да, хватит уже. Один раз мы посмеялись, приготовили тебе завтрак. Хватит, иди работай. Дрова иди наруби, пользу приноси. Ты же не инвалид. Ты не больной, ты не ребенок, ты взрослый человек, иди. Как-то я общался как-то с девчонкой несколько лет назад, и она мне рассказывала про своего бывшего. И говорит, он такой серьезный человек, значит, уважаемый. Долго что-то она его там нахваливала. Он богатый, в общем, он что-то там богатый. В итоге оказалось, что чем он занимается. Она сказала, всю неделю занимается садом своим. Ухаживает за садом. У него там цветочки, а ему 40 лет. Что-то такое. У него там цветочки какие-то, он их подрезает, поливает, живет за городом, под Москвой. Вот это его деятельность. Я спросил, а деньги у него откуда? А она говорит, а у него площади торговые в центре Москвы несколько. И он их сдает и получает там несколько миллионов рублей каждый месяц. 40-летний мужик. Садом занимается. То есть мы ему должны по какой-то причине. И будем должны всю жизнь. Нормальная реакция у вас должна быть на такую историю, что нужно этого товарища раскулачить и котелком ему по физиономии. А ненормальная реакция это, здорово, пассивный доход это называется, молодец, устроился. В себе меняйте взгляд на ситуацию. Вы не сможете ситуацию изменить. Конечно, все будет так, как есть. Конечно, капитализм будет таким, какой он есть. Никакой здесь... Мы не победим его. Но внутри у себя меняйте взгляд на то, что вы видите. Дальше. Спрашивают, вы часто снимаете квартиры, это мне говорят. Что для вас критически важно при выборе съемного жилья и с чем вы не готовы мириться, ни при каких обстоятельствах? Ремонт, вид из окна, шум, район. С районом я не готов мириться. Мне нужно, чтобы район был такой, в котором я бы чувствовал себя комфортно. Лучше это будет пускай центр. Даже сама квартира и сам дом такой большой роли не играет. Даже если она будет не очень комфортная, там будет ремонт. Наверное, после района я бы выбрал ремонт. Что внутри квартиры? Насколько она приятная для проживания, насколько она сделана с какой-то душой. Хочется, чтобы те, кто делали ремонт, думали о тех, кто будет там жить. Я терпеть не могу квартиры, которые сделаны под сдачу. Сейчас таких пол Москвы. Ты туда приходишь ее снимать, и ты понимаешь, что все это склеили, чтобы сдать. Все из дешевых материалов, все сделано по примитивному дизайн-проекту, все кое-как. Но все ровненько, все беленько, все светленько. Дешевая сантехника, дешевая плитка, дешевая посудомоечная машина, дешевый кондиционер. Все сделано по минимуму, чтобы заработать. Это вот те самые со своим котелком, которые пассивный доход получают, сволочи эти. Вот они так относятся к тем людям, которые живут в их квартирах. Вот это я не терплю. А если это квартира, в которой кто-то жил, допустим, я понимаю, что он съехал и по какой-то причине ее готов сдавать. Это более приятная история.
Так, дальше. Если менеджеры, спрашивает Илья, это ненужный майонез, то почему вы не сделаете какой-нибудь бизнес без них, который будет рентабельнее конкурентов и захватит весь рынок? Мы ровно в этом направлении, Илья, двигаемся. Просто потихоньку. Мы уже много лет пытаемся сделать то, что вы только что описали. Но это не так просто, как хочется. Основная причина здесь в том, что люди, сами исполнители, сами программисты, например, не очень-то, даже не знаю, не буду говорить, какие причины, не знаю, я тут ошибусь сейчас, выдумаю причину, трудно это в общем, но мы идем в ту сторону, куда вы нас вот сейчас направили. Дальше. Если тебе нужно изучить какую-то новую область, спрашивает Михаил, знаний в какой мере полезно будет воспользоваться AI? Ну, я думаю, что это уже не вопрос, это, видимо, некая данность. По максимуму используйте AI. Тут нет границ. Нужно чем больше, тем лучше. Так. Дальше. Секунду, здесь все улетело вверх. Слишком много вопросов. Так. Через пару месяцев будет ревью с моим менеджером, спрашивает Дмитрий. И как просить повышения в зарплате? Каждый день минимум 10 коммитов, видимо, Дмитрий делает. Много библиотек сделал, все довольны, но боюсь попросить много. Я вам рассказывал, не просите повышения у менеджмента. Это самая слабая, невыигрышная позиция. Не говорите, дайте мне больше зарплату, не шантажируйте их, я уйду к конкуренту, вот мой оффер, или вы заплатите больше, или я ухожу. Это все слабые позиции, в которых вам тяжело выиграть, и вы оставляете после себя нехороший след. К вам нехорошо будут относиться. Я бы, как менеджер, к такому человеку относился уже с неким, не то что с подозрением, но я бы его поменьше уважал, вот так скажем. Человек, который пришел и говорит, хочу больше зарплату. Как получить больше зарплату? Вы должны прийти к менеджеру и сказать, что мне нужно сделать, чтобы зарплата моя в 2 раза выросла. Какую задачу решить? Какие показатели повысить? Что мне сделать для этого? То есть, как мне помочь бизнесу, как мне помочь тебе, дорогой мой менеджер, чтобы зарплата моя была в 2 раза больше? Это очень конструктивный, правильный, здоровый вопрос от исполнителя. Я бы на такой вопрос среагировал максимально позитивно. Я бы сказал, здорово, что ты пришел с этим вопросом. Смотри, нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Если мне действительно нужно что-то от человека, если мне этот бизнес важен. Потому что, может быть, я такой же, как вы, и такой же менеджер, тоже сижу на зарплате, и мне плевать на вашу зарплату, мне бы свою повысить. Я поэтому скажу вам, не знаю, что сделать, отвали от меня, сиди дальше за своим компьютером, не морочь мне голову. Это если у нас вся вертикаль так построена, что нам всем на все наплевать. И мы просто выклянчиваем зарплату из бюджета. Но если у вас процесс на предприятии построен так, что предприятию нужно, чтобы вы работали, то вам дадут очень конструктивный ответ, и вы получите свою зарплату, как хотели. Спрашивайте их, что сделать, чтобы получить. А не «я уже все сделал, дайте». Если бы вы уже все сделали, вам бы уже дали. Но вам не дали. Значит, вас оценивают так, как вас оценивают. Все. Это как приходить к девушке и говорить «я хочу с тобой пойти на свидание». Она говорит «нет, не пойду». А вы опять «ну я очень хочу». Ну, я очень хочу. И вы меня спрашиваете, как ее уговорить пойти на свидание? Ну, так не получится. Она уже не хочет. Уже она свое решение приняла. И вам пытаться ее упрашивать, вы только теряете свои позиции. Она все больше вас не хочет. Так же и работодатель. Чем больше вы его просите, тем меньше он вас уважает. Дальше. Если убрать из цепочков капиталистов-бездельников, то кто будет все организовывать? Ну как кто? Роботы? Зерокраси, автоматизация. Если у нас все понятно, как распределять ресурсы между людьми, и правила распределения ресурсов прозрачны и понятны всем, то зачем нам менеджеры, которые принимают решение, кому отдать деньги? И нет вот этих самых нахлебников, которые сидят и за садом ухаживают, а деньги получают. Если мы всех их уберем, то останутся роботы, которые будут очень просто, понятно, по простым правилам распределять деньги между нами, трудящимися. И денег этих будет
несколько раз больше. У каждого из вас, у программиста, будет зарплата в 5-10 раз выше, чем сейчас. Представьте, если забрать деньги у тех всех менеджеров, которые сидят над вами, у этих всех владельцев торговых центров, которые сидят в Майами и получают ежемесячно миллионы рублей, а то и долларов, всех их исключить из пищевой цепочки, оставить только вас, которые трудятся, и роботов, которые за 5 копеек распределяют между вами показатели и понимают, кто насколько натрудился за месяц. То представляете, сколько вот этого прибавочного продукта на душу населения получится в новом формате. К этому нужно прийти. Мы хотим туда добраться. Так. Работаю самозанятым уборщиком. Это интересно, кто это к нам пришел на канал из уборщиков. Доход отличный, 320 тысяч. Уборщик. Может быть, это уборщик мусора в чужом коде. Но чувствую себя конченным. Не могу принять. В бизнес это превратить не получилось. Доход, золотые наручники. Как из этого выбраться? Есть семья. Не знаю, как из этого выбраться. У вас хороший доход. Может быть, не надо выбираться. 320 тысяч. Живите, наслаждайтесь. Так, вот важный вопрос. Пельмени или вареники? Спрашивают. Выбрать нужно что-то одно. Ну, однозначно вареники. Однозначно. Пельмени, на мой взгляд, это какая-то дешевая еда для бедных. Почему-то у меня такое ощущение. А вареники это что-то такое, что-то какое-то, ну, такое. Может быть, потому что в детстве всегда делали вареники, там, мама, бабушка, и пельмени никогда не делали. Так что точно вареники. Дальше. LLM-ки увеличили производительность некоторых разрабов. На твой взгляд, спрашивает меня человек по имени Песочек, даст ли это буст в качестве кода и продуктов? Сколько времени прошло с релиза ChatGPT, а никакого революционного продукта не вспомню. Ну, не знаю, мне ChatGPT очень помогает программировать. Да, он не помог мне создать какой-то новый революционный продукт, но в ежедневной работе он, ну, делает то, чего никто раньше не мог сделать. Он быстро решает большое количество задач для меня. Но, может быть, вы правы, нет какого-то, не знаю, там, лекарства от рака мы пока не изобрели и, не знаю, на Юпитер не полетели. Ну, может быть, всего пару лет прошло, подождем. Через сколько лет в профессии ты стал абсолютно уверенным, что это именно то, чем ты хочешь заниматься всю жизнь? Я стал уверенным примерно в 13 лет. Когда я написал несколько первых программ, я был уверен, что я хочу этим заниматься. Но потом мне много раз и много лет подряд объясняли разные люди и разные обстоятельства, что нет, это не то, чем ты должен заниматься. Есть более важные вещи, есть более выгодные вещи, есть более разумные пути, по которым стоит пойти. И только годам к 30 я сообразил, что не нужно было слушать вот эти все отвлекающие голоса, а нужно было делать то, что захотел делать в 13 лет. К сожалению, так жизнь моя сложилась. Может быть, я был бы куда более успешный, если бы прислушался к самому себе давно в детстве. И вас призываю прислушиваться. Если уже вы выбрали что-то одно, вам это приглянулось, то будьте в этом вопросе однолюбами. Оставайтесь с вашей профессией, с своим делом всю жизнь. От смены территории, от смены профиля деятельности вы успешнее не станете. В общем случае. Может быть, у кого-то есть исключения, но в общем случае нет. Как рабочая неделя прошла, спрашивают. Да хорошо, она была с праздниками. Это самые прекрасные рабочие недели, в которых есть дни, в которые можно поработать, и никто не отвлекает. Для меня самые лучшие, самые продуктивные дни – это дни праздников. Когда страна отдыхает, офис закрыт, и я могу целый день работать самостоятельно. Поделись, как ты выкидываешь код из головы, чтобы заснуть? Я вот не могу засыпать после работы. Часа 2 уже в кровати думаю о коде, который писал. Нет, я засыпаю мгновенно. У меня нет такой проблемы, к счастью. Но я только принимаю горизонтальное положение и тут же отключаюсь. Так что я как-то не думаю про код, если честно. Может быть, потому что у меня много его очень. Я работаю одновременно над десятком репозиториев каждый день. Вот у меня каждый день, может быть, я немного перебарщиваю, ну не десяток, но
полдюжины, 6-10 репозиториев ежедневно в открытом состоянии. И делаю contribution в разных направлениях. Я давно уже перестал думать о коде в момент, когда закрываю, вот файл закрываю, с которым работал, и я полностью теряю мысли о том, что делал. Не знаю, почему-то у меня так. Как вести себя с токсичными людьми в компании? Работа удаленная, но на встречах приходится пересекаться. Не знаю, и мы уже обсуждали как-то это. Я не могу вам дать ответ. У меня та же проблема. Я хамов не люблю, я не знаю, как с ними себя вести. А они это понимают и этим пользуются, успешно пользуются. Очень легко нахамить мне, например. И кто-то может мне легко нахамить, и я просто не понимаю, что отвечать. Я в ответ хамить не буду. Я не умею это делать и промолчу. В лучшем случае я промолчу. А в худшем случае я начну как-то пытаться урезонивать человека, пытаться его ставить на место, но языком вежливым. А хамы вежливость воспринимают как слабость. Чем более вы вежливы с ними, тем они больше вам будут хамить, тем больше они будут распаляться. Им нужно, единственно правильный способ давления на хамство, это встречное, более агрессивное хамство. Больше агрессии. Но если вы это умеете, делайте. То есть с вами токсично себя повели, а вы должны вдвое токсично повести себя. Еще грубее ответить, еще более, не знаю, там, стаканом в него бросить. Тогда вас будут уважать. Хамы. Остальные все будут по-другому, наверное, к вам относиться. Я, например, уважать вас особо за это не буду. Я буду побаиваться вас. Ну так, держаться в стороне. Но с такими токсичными вы найдете общий язык. Сложно это. Ну, может быть, можно посоветовать, я не знаю, ну, это как буллинг в школе, да. Что вы можете посоветовать ребенку, если он приходит в класс, а его там буллит какой-то, сосед по парте, просто потому что ему нравится этим заниматься. Дети, они для самоутверждения, он может соседа по парте там терроризировать, гнобить, обзывать, насмехаться над ним, то есть делать его жизнь невыносимой. Казалось бы, ерунда, да, школьный класс, там даже можно не драться, можно просто постоянно дергая человека и постоянно его цепляя, можно сделать его жизнь, довести его до автомата Калашникова, что он возьмет и учителей начнет стрелять. То же самое и в офисе. То есть мы не можем, что вы ребенку порекомендуете? Я почему этот пример привел? Как вы скажете действовать? Вот ваш ребенок приходит домой и говорит, у меня вот такая ситуация. Я как в школу не пойду, вот там есть какой-то Вася, и этот Вася меня уже поперек горла мне стоит. Вы можете пойти сами в школу, вы схватите этого Васю за ухо, да, так некоторые безграмотные родители, на мой взгляд, делают. Вася, может быть, испугается, да, но мне кажется, это не тот путь, который нужно избирать. Правильный путь — это отдать ребенка в спортивную секцию, чтобы он просто стал физически сильнее и однажды ударил Васю. Вот и все. Это единственно правильное решение. Он должен пойти на агрессию, он должен пойти на встречную, ответить тем же, только в удвоенной силе. Его Вася обзывал, его Вася там портфель ногой ударил, а он должен взять Васю и разбить ему нос. И это остановит все, это прекратит полностью весь буллинг и все поставит на место. Но в основном не получается. Дети физически слабее Васи, и еще они, более того, психологически слабее. Он не то, что он боится, он не трус, он может быть очень смелым, он может в других ситуациях вести себя как смелый человек. Но с этим придурком в школе он не знает, что делать. И невозможно ему сказать, пойди и ответь ему. Он боится что-то переступить, определенный такой барьер. И нужно научить его бить в нос, короче говоря. Я не знаю других решений правильных. Все остальное будет не работать или будет временно работать на коротком интервале. Также и с токсичными людьми. Вы должны просто в какой-то момент ударить в нос. Фигурально. Может быть, в офисе не стоит бить. Хотя, может быть, это тоже решение. Поймать его в туалете и дать ему кулаком в живот один раз. Это поставит все на свои места. Быстро очень. Радикально решит проблему. Только я вам этого не советовал. То еще скажете, я тут призываю. Так, дальше. Вы говорили, что ООП превосходит ФП, функциональное программирование, потому что имеет состояние. Но при этом вы выступаете за то, чтобы это состояние не изменялось. В чем же преимущество, если в ФП структуры неизменяемые?
Я только не понял, что такое структуры в ФП. Я понимал, что в функциональном программировании есть только функции. Что такое там структуры? Если там есть структуры, то это уже ООП. То есть в чем разница между структурой, о которой вы говорите, и объектом в Java? Ну, да, вот мы за такой формат программирования, где есть функции и есть структуры, как вы их называете. Или объекты, как мы их называем. И да, мы хотим, чтобы структуры были неизменяемые. И тогда, если есть структуры и в них неизменяемое состояние, то вот вам то идеальное ООП, которое нам нравится. Вот и все. Дальше. Срочно нужно получить удаленную работу, пишет зритель, будучи начинающим в Java разработке. Есть один пэт-проект, который вложил все, чему научился. Какой совет такому, как я, можно дать? Нужно срочно пойти на haha.ru, разместить там свое резюме и срочно пройти 10 интервью. И одно из них вам обязательно предложит работу. Просто сконвертируйте количество в качество. Не ждите, что вы внезапно попадете на прекрасную работу. Просто разошлите свое резюме в 100 компаний. В 100. Садитесь в этот haha.ru и нажимайте кнопку «Отправить», «Отправить», «Отправить». Занимайтесь этим неделю или 2 недели. В итоге вас позовут на много разных интервью. Сходите на все из них и получите работу. Ну, я ничего другого не посоветую. Так, тут про Николая. Позвать его на интервью, подумаем. Может быть. Не считаете ли вы принцип коммунизма, опять возвращаемся к политике, который звучит как от каждого по способностям, каждому по потребностям, нацеленным на плохие качества человечества и эксплуатацию лучших? Ну, это некий такой идеальный формат. Мы к такому формату прийти, это нужно еще постараться, чтобы так случилось. Но предполагается, что такая формула будет тогда, когда в обществе не будет людей, или их будет очень мало, которые хотят иметь пассивный доход и сдавать бабкину квартиру и на эти деньги жить. Как большинство из нас хочет сейчас. Предполагается, что эти люди исчезнут. То ли мы их расстреляем, то ли мы их отправим лес рубить, то ли они просто вымрут в силу естественных причин. И родятся новые люди, молодые, которых воспитает общество так, что они будут с удовольствием работать. У них труд не будет обязаловкой, для них труд не будет повинностью. Это будет им в радость. И, конечно, они будут отдавать все свои способности. От каждого мы будем получать по способностям. А потом будет распределение благ в обществе. И, конечно, мы будем давать каждому сколько нужно. Да, кому-то нужно квартиру, у него 8 детей. Мы дадим ему 8-комнатную квартиру. Да, он при этом бездельник, он все, что умеет, это детей рожать. Ну хорошо, мы ему отдадим. Нам не жалко. Мы трудимся с удовольствием. Ходим на фабрики, заводы. Открываем компьютеры каждый день и программируем, удовольствие получаем. Ну да, хорошо, мы заработали, но нет же капиталистов. Из нас же не высасывают все результаты нашего труда, как сейчас. Мы трудимся, а из нас 90% результатов нашего труда высасывают те, кто вот занимается разведением цветов в 40 лет. Если их убрать, то у нас будет куда больше продуктов, произведенных нами же. И нам будет не жалко дать ему 8-комнатную квартиру. Пусть он там сидит с 8 детьми. Не жалко будет. Сейчас нам жалко. Сейчас мы живем на подсосе. Сейчас мы едва-едва сводим концы с концами. Мы трудящиеся. Из нас высасывают практически все, оставляя нам просто на пропитание. Оставляя нам деньги просто на двушку в Медведково. Это все, что остается кодеру, который работал 10 лет или 15 лет подряд. Двушка ему остается в 40-этажном доме с потолками 2,70. И все. А должно быть, он должен жить совершенно по-другому. Тот, кто трудится 15 лет подряд. Ну, в общем, эта формула, она для другого общества. Вы ее на современное общество не приклеите. Она не клеится, и она странно звучит. Действительно, вы сразу думаете, каждому по потребностям, это значит, люди придут и заберут из общего котла всякие сволочи. А от каждого по способностям, это означает, что все будут трудиться в лагерях и под контролем НКВД. И всех будут заставлять. По способностям, у тебя есть способности, так трудись давай, лес вали. Руки есть, ноги есть, молодой, вот тебе бушлат, будешь валить лес.
Ну, это так нам преподносится коммунизм, в такую вот дикую формулу. Так это должно быть, если общество, не дошло до коммунизма еще ему много лет, много поколений. Должны смениться люди, человеческий материал должен стать другим. Как я вам ранее объяснил сегодня, мы сейчас все думаем, что сдавать бабкину квартиру – это здорово, это пассивный доход, так нужно делать. Мы не презираем этих людей. Вы не презираете капиталистов. Вы не презираете людей, которые, не работая, живут беспечной жизнью. У вас к этим людям зависть, а должно быть презрение. Когда это поменяется, когда вы начнете испытывать, как к тараканам, как к мышам. Вот как вы к ним... Вот крыса у вас украла из мешка зерно. Вы пришли, открыли на даче ящик, там стоял мешок с зерном. И крысы съели половину мешка. Какое у вас отношение к крысам? Вы завидуете ему? О, наелся, молодец, смотри, не работал, а мешок мой продырявил и наелся. Ну, да, вот пассивный доход у него. Нет, вы же так не думаете. Вы думаете, крыса это, но надо ее поймать в мышеловку и даже противно к ней прикасаться. Вот вы должны так относиться к этим людям, которые сдают вам квартиры в наем. Противно к ним. Они есть, да, они существуют, но это... Понимаете? Давайте дальше, а то я вас, мне кажется, тут напугал. Как вы думаете, спрашивают меня читатели, какие перспективы в России производства железа? Вроде бы научились очень хорошо делать, но видим, что устройство все равно заказываем в Китае. Как это можно изменить? Железо. Мы, не просто, я не знаю насчет того, что мы хорошо научились делать. Вы знаете какое-то оборудование, которое производится... такое, я имею в виду, вы говорите о железе, то есть о ноутбуках, о часах, о планшетах, о телефонах. Мы действительно можем делать такое железо. Я не уверен, что о чем-либо таком слышал. Мы все равно это отдаем на производство. Мы можем нарисовать, но для производства нужны же огромные заводы, огромные мощности. Их же нужно построить. Китай их построил, спасибо американцам. Мы их не построили. Опять же, спасибо американцам. Для того, чтобы их построить, нужны годы и объемы. Для того, чтобы построить такое производство, нужны заказы. Никто не построит ничего, просто имея деньги. Должны быть заказы, то есть должна быть, как в разработке софта, должна быть критика. Должны заказать партию из телефонов, мы их должны сделать, нас должны покритиковать, не заплатить нам, штрафы к нам применить. Мы сделаем другую партию, опять нам что-то заплатят, что-то не заплатят. И вот так с помощью проб и ошибок, набивая шишки, в итоге построится завод, который умеет делать качественно. Но для этого нужны заказы, а их же как будто бы нет. Железо это очень длинное. Я не железячник, но представляю, что это очень такая длинная и тяжелая история. Спрашивают, вы дисциплинированно ведете прямые эфиры и блог. Расскажите неочевидные выгоды, которые вы получили или получаете от этой деятельности. Какие выгоды? Я думаю, что получаю выгоды, вот так скажем. Есть выгоды, которые, мне кажется, существуют. Но если копнуть, то их не существует. К сожалению. Или они очень небольшие, незначительные. Какие-то книги у меня покупают. Если вы о материальных выгодах, я могу книги продать и заработать на этом какие-то небольшие деньги, но тем не менее заработать. Может быть, иногда кто-то может прийти и позвать меня на конференцию, выступить. Иногда даже могут за это заплатить. В основном никто не платит, конечно. Так вот. Это скорее удовольствие, просто мне нравится это делать, да и все. Мне хочется, чтобы мысли дошли до людей. Вот я вам рассказываю, я не с целью заработать, я не беру с вас деньги за это. Но я хочу, чтобы вы услышали, что я говорю. Мне это важно почему-то. Донести до вас. Может быть, это что-то изменит в вас. Может быть, вы тоже станете мыслить так, как и я. Мне это приятно. Дальше. Что будет, если весь мир будет работать по agile? Я не знаю, что такое работать по agile. Вот вам честно скажу. Я знаю этот термин, я читал книги про agile, но я не до конца понимаю, что имеется в виду, как это работать по agile. Это какая-то магия, которую мы должны как-то применять каким-то образом и что-то получать, тоже что-то магическое. Я не считаю, что это конструктивно. Требовать от человека или от команды работать по agile.
Может быть, по Scrum работать, это более конструктивно, потому что Scrum предлагает определенные техники, которые нужно выполнять. Работать по Agile – это как жить не по лжи. Что вы имеете в виду? Или как жить... Даже заповеди Моисея, и то более конструктивная история, чем жить не по лжи. Так и Agile. Agile – это живи не по лжи. Что вы имеете в виду? В каких конкретно случаях? Как мне поступать здесь, здесь? И каждый раз, когда возьмешь какого-нибудь Agile эксперта и покажешь ему конкретный кейс, он начинает изворачиваться и говорить, что в таких ситуациях может быть по-другому. А здесь могло бы быть иначе. Это очень сложно, не все так однозначно. И начинается вода. И эту воду никак не поймать за хвост этого жулика, эксперта по Agile. Scrum более конкретная вещь, Kanban более конкретная вещь, Zerocracy куда более конкретная вещь. Как ты относишься к watermelon reporting? Я первый раз слышу такой термин. Когда менеджер проекта транслирует наружу только позитив. Правильная ли это стратегия для наемного менеджера? Интересно. То есть у меня команда, в ней какая-то работа идет, мы совершаем ошибки, что-то у нас не получается, я иду к своему начальству или на какие-то внешние митинги, и там говорю, у нас все замечательно, все получается, мы самые лучшие, команда супер крутая. Ну, наверное, это здорово в корпорациях, в больших компаниях. Безусловно, именно так и нужно делать. Потому что если вы там расскажете, что у вас что-то не получается, никто вам помогать не будет. Они просто будут использовать ваши вами же признанные ошибки, против вас. Вы сами им даете оружие в руки. Замечательно. Спасибо большое. Вы выходите на митинг и говорите, вы знаете, мы в прошлом полугодии мы стартовали 4 проекта, из них только 2 получилось. Супер. Спасибо вам за эту информацию. Вы 50% угробили проекты. В 50% случаев. Так вы же уйдете, выйдете из комнаты, и он же скажет боссу, вашему и его, если это ваш коллега, он скажет, вы понимаете, что они половину денег тратят впустую? И что босс ему ответит на это? Он скажет, да, понимаю, он сам только что признался. Так что вы, конечно, да, если это называется watermelon, то делайте так. Я же вам рассказывал принцип курятника, и это никакой не watermelon. Принцип менеджмента, как в курятнике, вы должны гадить на тех, кто внизу, клевать их, гадить, всячески унижать. Все, кто под вами, все, кем вы управляете, должны быть в постоянно униженном состоянии. Вы должны их постоянно поливать, как курятники. Те, кто сидит сверху, поливают тех, кто внизу, сами понимаете чем. Те, кто сбоку сидит, то есть ваши коллеги, такие же, как вы. Например, вы начальник департамента, рядом с вами еще один начальник другого департамента, слева еще один начальник. Их вы должны драться с ними, вы должны их клевать и подставлять любыми способами. То есть они ваши враги, вы их должны стараться столкнуть вниз. Если с этими вы даже не воюете, вы просто их поливаете, непрерывно на них спускаете весь негатив, то с этими воюете. Это ваши враги, самые главные, это ваши, ваши противники. А те, которые сверху, вы им интенсивно целуете их в то место, из которого они вас поливают. То есть вы должны постоянно удовлетворять, лебезить перед начальством. Вы должны ему делать все, чтобы начальство чувствовало в вас того самого, ту самую курицу, на которую ему комфортно гадить. А этих нужно подставлять. Если вы выходите на митинг с начальством, которое сверху сидит, и начинаете рассказывать, что у вас какие-то ошибки есть, то вот эти двое, которые сидят рядом, они же склюют вас, вы им даете повод. Такие вот простые законы. Меня тут поздравляют с праздником Великой Октябрьской. Сегодня действительно день Великой Октябрьской социалистической революции. Ленин жил, жив и будет жить. Вы знаете, вот эти вот лозунги и вся эта революционная пропаганда, которая в наши головы вкручена теми временами, которые пришли после большевиков, после революции, значительно позже. Они, конечно, сильно дискредитировали идею, дискредитировали Ленина того же, дискредитировали концепцию революционную. Мы получили, особенно мы, нашего возраста люди, которые застали уже концовку Советского Союза, мы получили какой-то такой карикатурный образ революции, карикатурную формулу коммунизма.
Она нам непонятна. Нам кажется, что и нам, и за границей, что коммунизм это какая-то дичь странная, наполненная лозунгами, красными флагами. Ленина сделали из него какого-то идола, положили его в мавзолей. Ну, какая-то тарабарщина азиатская. Что-то такое из дичи, как будто дикий народ все это устроил, понимаете? И это, конечно, ну, как сказать, думающих людей отталкивает от концепции. Потому что кажется, что коммунизм это что-то такое, ну, что-то такое безумное. Что-то такое, где вот Ленин жив, жил, будет жить. Что вы говорите? Ну, вот спросит нас человек, как это он жил, жив, он что? Цой, что ли? Ну, это еще про Цоя можно сказать. Цой жив. Ну, это шутка. Это такой слоган, который на заборе пишут. Ну, зачем человека, который думал, писал книги, пытался формулировать философские концепции, делают из него куклу. Жил, жив, будет жить. Чего? Ну, выхолащивают идею, делают так, что она становится пустой. Саму идею вымыли, и остался только каркас из красных флагов, на который никто из серьезных людей, сейчас уже думающих, опираться не хочет. Задача восстановить оригинальные идеи, восстановить суть того, что предлагалось. Не лозунгами забрасывать, не красные флаги поднимать, а вспомнить, о чем речь была. Вот я вам сегодня рассказал. Вспомнить о том, что классовое сознание должно у вас в голове формироваться. То есть вы должны понимать, из какого класса человек перед вами, как он зарабатывает деньги, откуда к нему приходят доходы. И вы должны по-разному относиться к людям. К одним людям по одному, а к другим людям по другому. И здесь не нужен вам ни Ленин, ни красные флаги. Дальше. Если есть выбор между написанием интеграционных тестов, где мы поднимаем тестовые внешние сервисы по типу БД, и юнит-тестами, где мокаем все внешние сервисы, на какие сделать выгоднее приоритет? Это вопрос, ну, его 100 миллион раз уже обсуждали. Почитайте мою книгу «Angry Tests». Там несколько глав посвящено этому вопросу. Это два разные типа тестирования. Вы не можете делать либо одно, либо другое. Это все равно, как сказать, ну, я не знаю, в борщ что нужно положить? Свеклу или картошку? Ну и то, и то. Вы не можете, без этого борщ не получится, и без свеклы не получится, и без картошки не получится. Так и ваша программа. Без юнит-тестов вы не напишете продукт, и без интеграционных не напишете. Но они не заменяют друг друга, это разные вещи. При работе с open source иногда пропадает желание продолжать этим заниматься из-за того, что реквесты никто не смотрит, либо очень затягивают их мердж, в том числе и у вас. Как часто нужно пинговать людей? Очень часто. Это ваша задача нас пинговать. Ваша задача находить тех, кто будет мержить, стучать к нам, писать нам даже в Telegram, если нужно, писать в GitHub, еще. Но в моем понимании это все равно лучше, чем сидеть в офисе и разговаривать с менеджерами, и общаться с дураками. В open source вы имеете дело с профессионалами практически всегда, зачастую. Вы имеете, особенно если проект более-менее крупный, вы имеете дело с лучшими людьми индустрии. В офисе вы имеете дело обычно с худшими людьми индустрии, особенно если большая корпорация. В больших корпорациях технический персонал – это самое дно индустрии. В подавляющем большинстве есть некие там 10%, которые составляют ядро компании, и они делают ключевую разработку и создают ключевые продукты. Но их даже может быть не 10%, а 1%. Шансы у вас попасть на этот 1% и выйти с ними на контакт и сделать так, чтобы они ваш код ревьювили внутри корпорации, он нулевой. Скорее всего, вас бортанут, и вы никому не нужны будете. Зачем с вами разговаривать, если вы из соседнего департамента приходите ко мне, начинаете мой код смотреть, контрибьютить. Никто с вами не будет играть в эту игру. Ну, вы просто не нужны, и другие правила в корпорации. Не нужны вы как контрибьюторы, и не нужно строить никакую экосистему. Эти люди работают в закрытом, изолированном таком коконе. Их сидит там 3-4 человека. А рядом их сотни идиотов окружает. Тоже называющиеся программисты. Тоже выглядящие как программисты. Ну их 100. Вот 3 это реальные программисты. И 100 тех, кого называют программистами. И вы там 101 где-то. Вот как вы найдете эти 3-4 человека? Вас не подпустят к ним. И они не будут с вами разговаривать. Вы им не интересны. Потому что они думают, что вы один из сотни. А в open source не так. Вы выходите сразу на людей, которые создавали конкретный продукт. Вы знаете их имена. Вы видите по pull реквестам, кто они. Вы напишите код в Linux, и вы попадете на ревью Линуса Торвальдса. Сразу напрямую. Вот он. Вы
ему имейл попадет, и он его превьюет, и он даст вам ответ. Как вы такое же получите в корпорации? Вот я в большой корпорации работаю. Я не могу выйти на людей, которые создавали Harmony OS, например. Это невозможно. Даже если я буду очень стараться, я могу это сделать, ну, могу попытаться, могу пойти, найти этот департамент. Ну, в лучшем случае мне ответят где-то в чате «Hello, thank you very much, окей». Все. Нет возможности вот добраться до ключевого технического персонала. А в open source можно. Поэтому бомбите, 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 потому что это лучший ваш шанс в итоге выйти на технические компетенции. Дальше. Так, тут про Zerocracy спрашивают, можно ли ее применять для других профессий. В потенциале, да. В потенциале можно принципы зерократии применять для любых бизнесов, для копирайтинга, да, для маркетинга, для чего угодно. Но мы пока пытаемся сделать для программистов, потому что мы понимаем эту профессию, и ее автоматизировать, и ее поставить под контроль кажется возможным уже сейчас. Так, ну давайте заканчивать. Еще, может быть, пару вопросов. Я выберу несколько и на них отвечу. Так, давайте вот этот. Если менеджеры не нужны, как понять на самом деле, что нужно бизнесу? Мы, технари, смотрим на проект со своей колокольни. Кто должен отвечать на бизнесовые вопросы, писать постановки? Должен быть архитектор. У любого продукта должно быть, ну, как я это понимаю, там, 3 ключевых компонента, помимо денег. Это должен быть product owner или product человек, я не знаю, requirements manager. То есть человек, который знает, что продукт должен делать для юзера. Это такой юзер-чемпион, так еще можно назвать. Это человек, который представляет интересы пользователей. Если вы делаете мобильное приложение по доставке пиццы, то у вас сидит в офисе человек, который регулярно заказывает с помощью вашего приложения пиццу себе домой. И он знает, как работает приложение, и он хочет, чтобы работало оно лучше. Такой product owner, ключевой человек. Второй человек – это архитектор. Это тот, который разговаривает с продакт-онером и понимает, как то, что хочет первый, можно реализовать в коде. И архитектор формулирует задачи для кодеров. Архитектор сам, во-первых, кодит, он сам понимает всю архитектуру, он ее сам построил. И он, глядя на всю архитектуру, понимает, чего не хватает сейчас в плане реализации. Допустим, такая-то страница не грузится как нужно, здесь немножко подтормаживает, здесь картинка сползла, здесь у нас кнопка нажимается через раз. Он регистрирует тикеты в бэклоге. Задача архитектора постоянно набрасывать тикеты на бэклог, в бэклог. И, конечно, немного контрибьютить тоже и контролировать качество того кода, который пишется. И третий ингредиент проекта – это команда кодеров. 5, 10, 15, 20, сколько нужно человек. Они выхватывают из бэклога индивидуальные задачки и фиксят их. Взял, пофиксил. И не глядя даже на продакт-онера и, может быть, даже на архитектора. То есть нормальный кодер, он с архитектором может и не общаться. Он берет задачу из бэклога, понимает, что там написано. Если не понимает, то он создает баг-репорт и просит архитектора исправить кодовую базу, потому что в ней что-то непонятно. И когда ему все до конца понятно, он фиксит задачу, отправляет на мерч, получает код-ревью и получает за нее там, деньги, бонусы, что угодно. Вот отвечая на ваш вопрос, кто должен отвечать за бизнесовые вопросы. Это должен быть product owner. Ну, в связке с архитектором, потому что архитектор может ему давать обратную связь по стоимости работы. Он может ему сообщать, что что-то слишком дорого, а что-то наоборот сейчас дешево, поэтому давайте скорее это сделаем, потому что мы можем уже сейчас. Так, Андрей спрашивает. Вам очень сильно не нравится Android, он мне говорит. А каково ваше отношение к подделкам Huawei? Ну, такое же, как к Android. Я как немножко сожалею, что вынуждены, видимо, китайцы идти по пути копирования чужих решений, по пути... Вот сегодня мы смотрели Harmony OS, это
на компьютере, на лэптопе операционная система. Она один в один, как macOS, визуально. Зачем было делать? Почему нужно делать так, слизывать? Почему нужно иконки даже повторять? Там даже одинаковые иконки. Они так же выглядят, как на macOS. Ну, не знаю, это, мне кажется, какая-то такая чуть ли не национальная черта, может быть, я не знаю, это можно назвать трусостью, можно назвать осторожностью, можно назвать продуманностью, можно назвать, не знаю, дипломатичностью, что ли. Вот давайте мы лучше не будем менять, мы вот возьмем то, к чему привык рынок, так вот осторожно, и сделаем подобное, чтобы осторожно все его приняли. Такая вот китайская тема. Не возьмем, посмотрим на macOS, на винды и сделаем третье решение, которое должно быть альтернативой всему тому, что знает мир на настоящий момент. Ну, это смело, да, и это рискованно. Но мы рисковать не будем, мы немножко трусливые в этом вопросе, поэтому мы сделаем, чтобы было один в один, как macOS. Мы даже сегодня в офисе вот смотрели и сравнивали два экрана на Mac и на Harmony. Ну, одно и то же. Это, ну, грустно, вызывает, я думаю, что это не какой-то злой умысел, не так, что прям вот давайте сядем и украдем, а просто так вот оно происходит само. Такая, видимо, логика эволюции мирового IT, что китайцы должны идти следом за американцами. Ну, может быть, еще через 5-10 лет произойдет какой-то переворот, и китайцы, наконец, дадут миру свою альтернативу, и действительно это будет что-то свое. Так. Язык Zig мы не знаем такой. Ну, знаю, но я не пользовался. Ну, давайте, мы уже заканчивать будем. Последний вопрос я возьму. Зачем обижаться на Глеба Михеева? Кто такой Глеб Михеев? Я могу не помнить просто, сори. Расскажите, есть ли у вас дети? Философский вопрос. Нет, у меня нет детей пока. Но я совершенно ничего против не имею детей. И дальше вопрос, что бы вы хотели оставить после себя? Я бы хотел свои книги оставить после себя. Я не думаю, что дети – это что-то, что остается после меня. Потому что, глядя на себя и на своих родителей, и на родителей моих родителей, я понимаю, что связи очень тонкие. Куда более прочные связи между, допустим, мною и некоторыми из вас, кто меня сейчас слушает, чем могли бы быть связи между мною и моими детьми. То есть ребенок, он совершенно не обязательно будет айтишником. Ребенок, он совершенно не обязательно будет, даже если будет айтишником, будет разделять мои взгляды. Совершенно не обязательно, что он будет приходить на мои эфиры и слушать то, что я рассказываю. Ему это совершенно может быть неинтересно. А вы приходите, и я многих из вас не знаю. Вот вы приходите, вот Вадим задает вопрос. Я не знаю, кто это Вадим. Но понимаю, что Вадим пришел меня послушать. А условно там мой двоюродный брат не пришел. Хотя он родной, да, он же должен он же приходить должен и слушать, он же моя кровь, моя семья. Да ему это до лампочки, у него другая профессия вообще. То есть Вадим мне ближе, чем мой двоюродный брат. А почему ребенок будет ближе, чем Вадим? Не будет. Может быть, даже дальше. Он будет еще и сопротивляться моему навязыванию. Я буду навязывать ему, говорить, что ты должен продолжать дело отца, ты должен быть кодером, причем на ООП, причем ты должен Elegant Objects использовать. Он скажет: папа, угомонись, я вообще инфо-цыганом хочу быть. И сдавать квартиры посуточно. Все. И я скажу, я после себя оставляю ребенка, который сдает квартиры посуточно. Это останется после меня. Да, Вадим, как мы? Такая логика. Я не верю в то, что ребенок – это то, что вы оставляете после себя. И так и думать не нужно. Даже рожая детей, это совершенно деструктивный и вредный подход к ребенку. Ты – это то, что я оставлю после себя. Да отстань от меня, скажет папа. Точнее, ребенок скажет: отстань от меня, не нужно меня оставлять после себя. Я сам имею свою жизнь, я хочу быть тем, кем я хочу быть. Ну да, ты меня родил, да, физиология сработала, и мы знаем, как это происходит, но не цепляйся ко мне, не делай из меня свое продолжение, скажет мне ребенок. Вот так. Все, на этой, надеюсь, позитивной ноте мы заканчиваем. Я вас всех был рад видеть. Вадима особенно. Увидимся через неделю.
а нет, на следующей неделе меня не будет, я еду в Питер, а вот через неделю мы увидимся. Всем пока.